Всем привет! Пусть вас не пугает такая картинка и такое название к видео. Я нисколько не преувеличиваю. Я сейчас вам попробую объяснить свою позицию с аргументами. И все, что вы захотите выставить своими контраргументами мне, оппонировать, пожалуйста, в комментариях. Просто только прошу вас, соблюдайте корректность. Сейчас очень многих людей тревожит это словосочетание «целевая мобилизация». Все СМИ протрубили с разными инфографиками, с новостями по этому поводу. Люди переживают, люди не до конца понимают, что происходит. Люди хотят знать в подробностях, что их ждет и к чему готовиться, чтобы не получилось так, когда мужчины не могут покинуть границы Украины. Значит, целевая мобилизация – это полностью прием а-ля Сталин, а-ля Советский Союз в самые худшие, в самые дикие, жесткие его периоды. Вас хотят принуждать делать то, что вы не хотите и, собственно говоря, не должны, как свободный человек. Вам за это обещают зарплату 6700 гривен. По сегодняшнему курсу это примерно $150. Что такие люди будут делать, которые попадают под эту мобилизацию? Вот таблица, посмотрите, почитайте, хотя я убежден, что вы ее видели до моего видео. Я вам сейчас расскажу, как все на самом деле. Я почти за 10 лет бытности бизнесменом в Украине практически никогда не было моментов, когда предприятие было на 100% укомплектовано персоналом. Это при том, что 80, если не 90% всего персонала в моем бизнесе это был линейный персонал. То есть люди без особой квалификации, от которых требовалась только энергия и желание. И, как показала практика, это была самая сложно закрываемая позиция. И вот они сейчас говорят, нам 30% безработица в Украине. Давайте каждый из вас сейчас откроет сайт Work.ua, Работа.ua и другие центральные самые крупные сайты по поиску работ, и вы убедитесь, что есть десятки тысяч вакансий в Украине на сегодняшний день. Если человек не хочет работать за 20 тысяч гривен, или за 10, или за 30, или за 40, это не безработица, это не желание человека работать. Такой номер проходит в Украине, потому что у нас была система устроена так, что многие люди приватизировали квартиры, многим людям квартиры достались бесплатно. И как бы всегда более младшее поколение, оно может покайфовать, оно может ничего не делать. Какие-то бабушки в селах есть, они передают консервацию, картошку, оставляют квартирку. И как бы у человека все нормально, очень многие могут не напрягаться. Но на самом деле, вот например в Америке, то что я вижу, этот номер не пройдет. Как минимум вы обязаны оплатить себе жилье, питание, и скорее всего автомобиль. И вы просто не можете себе позволить вести такой образ жизни, который могут себе позволить вести многие люди в Украине. Но это не называется словом безработица. В Украине есть огромный пласт людей, которые вообще ничего не делают годами. Это, еще раз повторяюсь, не безработица. Это добровольное желание людей. Это результат того, что построило государство за все эти годы. А именно, это результат работы чиновников. Если мы говорим о реальной безработице, как о факте, то вообще рабочие места. Рабочие места может создать только бизнес. В таких условиях, как сейчас, я еще раз вам скажу, вы все помните, как несколько месяцев назад мы не могли никто заправиться. Был топливный коллапс. Разве государство тогда разрешило всем предпринимателям заниматься топливом? Чтобы каждый мог, кто одну канистру, а кто несколько бензовозов, газовозов, откуда может привезти и свободно продавать для того, чтобы ликвидировать этот дефицит. После того, как отстреляли нефтеперерабатывающие заводы, перевалки и так далее, и так далее. Это государство не сделало. Точно так же, как государство сейчас с электроэнергией проблемы, а тут Зеленский рассказывал, что в Европу продавать надо электроэнергию. То есть все не сходится. Поэтому все происходящее, это я вам напоминаю, обещание Шмыгаля, 500 тысяч рабочих мест он создаст. Вот таких рабочих мест за 6 тысяч гривен, это глупости, это чепуха от людей, которые вообще не понимают, что такое экономика. Вот просто эти люди вообще не понимают, что такое экономика, что такое реальный сектор. И пусть этот Шмыгаль 3000 раз будет лучшим топ-менеджером Ахметова, это нереальная экономика. Потому что практически все предприятия Ахметова создавались при Советском Союзе не с нуля. А в Советском Союзе их строили, кстати говоря, американцы и англичане. Кто хочет, почитайте историю. Вот. Поэтому Ахметов не создает предприятия с нуля. Соответственно, Шмыгаль этого никогда не делал. Про Зеленского я вообще молчу. Я вообще молчу про людей такого плана.
у которых либо на офшор, либо наличка на столе. Вот как эти люди зарабатывали деньги от олигарха. Будь то Хорошковский, будь то Коломойский, неважно. Что эти люди могут знать о том, как создавать по-настоящему рабочие места? Что эти люди, Шмыгаль, Зеленский и же с ними, Марченко там, и Гетманцев, что эти люди могут знать о болях бизнеса? О настоящих проблемах каждого бизнесмена. Выйти выступить, видеоконференцию по Zoom провести с Goldman Sachs, с инвестиционным банком, рассказать, что инвестируете в Украину, это просто курам насмех. Это все не работает, это все клоунада, это очередное шоу, это очередная обвертка в конфетку из дерьма. Я по-другому назвать это не могу. Поэтому целевая мобилизация – это полностью репрессивное действие. Это полностью глупый план. Это план, когда человеку полностью ограничивают его свободу. Это рабы на галеры идите. Это ненормальная ситуация. И вы должны в этом разобраться. Никакой безработицы не существует. Вы для начала налог на зарплаты спустите хотя бы до 10%. Для того, чтобы все вышли из тени. Потому что как они посчитали даже эти 30%? Они же посчитали официальную часть. А сейчас примерно 70% экономики в тени находится. До войны было больше половины, с войной еще больше. Понимаете? Потому что 44% налог на зарплату платить невозможно. Кредиты не выдаются, реальный сектор не кредитуется. А все чиновники в НБУ мультимиллионеры. Шевченко, глава НБУ, я рассказывал, в бегах. Пришел следующий пышный, на нем клейма негде ставить. И так было, так есть и так будет всегда, пока вы не разберетесь, что к чему. Пока вы не будете проверять, и чтобы чиновники отвечали за свои слова. Вот вам сейчас сказали 30% безработица, а многие люди, я читаю по комментариям, они это всерьез восприняли, они приняли это за чистую монету, они поверили. Не существует этого. Получается какая ситуация? Чиновники за 30 лет создали ту ситуацию, что на нас напала Россия. Ну, она напала, это как бы их вина, их проблема, но мы допустили же тоже это. Если бы у нас была мощная армия и много-много чего другого, то другие отношения с западными партнерами изначально, если бы мы были в НАТО, этого бы не произошло. То есть, мало того, что они привели все к этой ситуации, они не выпускают мужчин за границу, они еще будут делать целевую мобилизацию. То есть, вы еще идите за наши глупости, за наши идиотские поступки, или на фронт, или за 6700 гривен блокпосты строить. И я вам хочу сказать, нет другого выхода, кроме как поумнеть, кроме как немножко образоваться и кроме как разобраться. Вы не ждите, что вам повезет. Вы должны разобраться и требовать страну, устройство такое, как должно быть. И сейчас во время войны можно было делать самые смелые, самые невероятные реформы, на которые никогда бы никто не решился в мирное время. Ну, такие, как они, я имею в виду. Люди моего плана решились бы, а они нет. Поэтому подписывайтесь на мой канал, подписывайте друзей, подписывайте родственников. В интернете почаще по возможности сидите, гуглите, ищите информацию и разбирайтесь по-настоящему, где правда, где ложь. Вот вам и 30% безработицы. Завтра будет стрим, это видео записано заранее. Вы знаете, у нас с вами большая разница во времени, поэтому по-другому просто не получается. Жду вас на стриме. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Пока.